Добрий день, шановні викладачі музичних шкіл, діти та усі, хто цікавиться підбиранням музики, підбиранням акомпанементу, імпровізацією. Зараз я для вас дещо розповім. Перші навчальні вправи, які повинно обов'язково знати і виконувати. Для моєї особистої зручності я переходжу на російську мову. Итак, дорогие друзья, сегодня я расскажу, как я вижу элементы подбора аккомпанемента, ну и как бы начальные азы импровизации. Дело в том, что для того, чтобы научиться подбирать, прежде всего нужно петь, нужно уметь интонировать. И подбирать сначала маленькие мелодии, которые вы слышите. Желательно их точно запомнить, а потом подбирать на пианинко или на другом инструменте, который у вас есть, маленькие отрывки мелодии. Для того, чтобы это научиться, можно взять песни из мультфильмов, песни из каких-то популярных кинофильмов, может быть, даже отрывки какой-то музыки. Ну, для того, чтобы научиться, как бы сказать, более-менее профессионально, я предлагаю выучить азы гармонии. Это аккорды наши, которые входят в курс сольфеджио в музыкальной школе. Ну, например, мы обязательно знаем главное трезвучие или трезвучие главных ступеней. Я возьму тональность за основу до мажор, потому что она любимая всеми тональности, она как бы в этом отношении легкая, она является хорошим образцом. Итак, первое, надо научиться играть трезвучиями сразу, в правой и в левой руке. Ну, например, тоническое трезвучие, я думаю, вы все знаете, это до, ми, соль. Желательно сыграть это одной рукой. Все, это тоническое. Мы это пишем буквой Т. Затем есть главная ступень субдоминанта, конечно, вы помните, это 4-я ступень. Оригинальное трезвучие будет фа, ля, до. Но с точки зрения гармонии у нас будет с вами грамотное профессиональное соединение тоники и субдоминанты. Используя обращение трезвучия, мы сыграем не трезвучие субдоминанты, а его второе обращение кварт-секстаккорд. Это до, фа, ля. И для нас это будет кварт-секстаккорд, но мы будем его называть субдоминанта. Вот, значит, так, тоника, субдоминанта, до, фа, ля. И третий аккорд, это главная тоже ступень, это доминанта. Конечно, вы помните, это 5-я ступень. Если от нее построить трезвучие, будет соль, си, ре. Но для плавного голосоведения, для правильного соединения гармонического мы будем использовать его первое обращение секст аккорд доминантовый си, ре, соль. А теперь посмотрите, у нас получилось 3 аккорда. Тоника, субдоминанта и доминанта, которые очень грамотно и правильно соединены с точки зрения гармонии и очень удобно играется правой рукой. Итак, трезвучие. У нас пальцы будут как бы одинаковое расстояние. Я говорю круглое деткам. Говорю, значит, здесь через одну и здесь. Вот. Когда мы играем субдоминанта, у нас кварта появляется шире. Первый и третий палец шире, а мизинчик чуть-чуть через одну. Вот. Это кварт-секстаккорд, но просто субдоминанта будем. Возвращаясь на следующий аккорд, мы будем играть новое расположение. Это секстаккорд, это, грубо говоря, терция и кварта. Си, ре, соль. Таким образом, наша рука с точки зрения фортепианной техники проходит 3 варианта позиций. Трезвучие, кварт-секстаккорд и секстаккорд. Это очень удобно запоминать даже юным пианистам. Вот такой структуру из 3 аккордов. Теперь смотрите, особо важно играть, допустим, по 2, по 3, по 4 раза. Это же самое, для того, чтобы в будущем мы смогли организовать какой-то жанр исполняемой музыки. Ну, например, я сейчас возьму простую полечку, а полька, вы знаете, это 2 четверти, пусть будет 2 раза аккорд, и у нас будет все по 2 раза.
то есть 2 доли. Ну вот, я думаю, что мы сыграли с вами, как ни странно, главные 3 звучия, это все объединяется в такую интересную формулу, называется полный оборот. Полный функциональный оборот, в котором есть 3 наши главные ступени. Тоника, потом обязательно субдоминанта, потом доминанта и возвращаемся к началу тоника. Это законченное такое, можно сказать, предложение получилось. Теперь смотрите, у нас есть очень легкие сопоставления вот этих всех 3 гармоний главных. Если я возьму только тонику и субдоминанту, то есть так Т, С и опять Т, мы вернемся сразу, то получится очень интересный оборот. Он называется плагальный, потому что у него нет напряжения. Вот послушайте. Тоника, субдоминанта и тоника. А если мы возьмем только тонику, доминанту и тонику, это будет другой оборот. Он называется автентический. Ну, это, конечно, я думаю, музыканты и преподаватели это все знают. Вот автентический оборот всегда связан с напряжением, это доминанта должна быть. Итак, я играю тонику, сразу к доминанту и возвращаюсь. Теперь смотрите, мы с вами уже выучили 3 оборота. Автентический с доминантой, плагальный с субдоминантой и полный. Полный, конечно же, охватывает все 3 главные гармонии. Самое интересное, что вот в этих 3 функциях, в этих 3 оборотах можно сыграть очень много музыки. На этом строится и строилась вся классическая музыка по законам гармонии. Поэтому, если вы научитесь играть хотя бы то, что я сейчас, уже будет прекрасно, можно использовать в музыке, хотя бы в каких-то маленьких детских песенах. Теперь хочу показать вам, как наглядно я это все вот написала для вас. Здесь тоника, субдоминанта, тоника. Если вам видно, я вот так немножко поверну, это плагальный оборот. Второй, тоника, доминанта, тоника. Это автентический. Третий, тоника, субдоминанта, доминанта, тоника. Вот это полный оборот. И у нас есть еще 4. Ну, хорошо, я сейчас попробую о нем пару слов сказать. Смотрите, здесь тоника, субдоминанта, кадансовый аккорд, на самом деле это кварцикс аккорд, потом доминанта и тоника. Вот это называется оборот расширенный, он полный с кадансом. Почему полный? Потому что здесь есть 3 гармонии, тоника, субдоминанта, доминанта. И есть обязательно такой предикт, это каданс, он обязательно перед доминантой, он еще красивее, он расширенный. Если вам видно, посмотрите еще раз. И вот это такая таблица, на которой я сейчас вам сыграю, допустим, какой? Полный оборот. Значит, в левой руке, господа, надо тоже играть всего лишь одну ноточку. Одну. Ту, которая написана вот в нашей схеме. Т, С или Д. Т – это одна нотка до будет. С – это одна нотка фа, потому что она является субдоминантой. Ну и Д – это одна ноточка соль. Она является доминантой. Вот давайте вот 3 наших оборота я вам сейчас сыграю. Используя одну нотку в басу и аккорд. Итак, плагальный оборот с субдоминантой. Вот он. Затем автентический оборот с доминантой. Ну, давайте еще исполним полный. Тоника. Субдоминанта, доминанта, ну и тоника. Вот, это главные наши обороты, друзья. Если вам это понравилось, попробуйте это поиграть каждый день. Каждый день, ну хотя бы по 15 минут.
Я уверена, что вам понравится, особенно малышам, неважно какого возраста, может быть даже 4, 5, 6 лет, которые уже умеют играть трезвучие. Даже если они не умеют, попробуйте сыграть 2 нотки. Допустим, первая нотка и верхняя нотка, это квинта. Вот так. Затем секста расширяем. Потом тоже секста, си соль и квинта. Как ни странно, деткам это уже понятно, они это смогут сыграть. Может быть, даже смогут и 2 руками. Но это надо немножечко позаниматься. Для чего это нужно? Например, используя то же самое из правой руки в левую руку, я сыграю вот этот набор интервалов. До соль, тоника, до ля, субдоминанта, си, соль, доминанта. Ну и вернемся в тонику. Сейчас я изобразила полный оборот. Он очень пригодится к такой легкой песенке, например, детки все любят «Едет паровоз». Вот она такая. Едет, едет паровоз, 2 трубы и 100 колес, 2 трубы, 100 колес, машинистом рыжий пес. Несмотря на то, что она легкая, ее очень интересно подобрать. Я вам сейчас сыграю с этими квинтами, секстами, но деткам нужно сказать только тоника, потом субдоминанта расширяем и уходим вниз, это доминанта. Итак, посмотрите, как получается паровоз. Субдоминанта, тоника, доминанта, тоника. Ну вот первое маленькое упражнение. На этом, наверное, мы сегодня закончим. Дело в том, что я хотела бы продолжать небольшие мои методические рекомендации и советы. И, надеюсь, в следующем видео мы поговорим о новом, более интересном. Спасибо.